вот звук какой. Когда газует, подстукивает. Сейчас буду снимать, смотреть. Похоже, потому что на звук клапанов не стучит даже, когда глушит. Сейчас, короче, буду в доктора играть. Буду слушать, что релиз. Картинки послушали. Неудобно. Ну вот, собственно, нашел я причину, что у меня стучало. Вот она, втулочка, которая у меня была. Причем практически все такие были втулочки. Случилось все это, собственно, по моему незнанию. Сейчас поставил новые втулочки, вот, видать. Втулочки проточил под пальчики. Новые пальчики купил. Это старые. Новые втулочки. Втулочки купил. И вот такие вот, только белые. Изначально идут под росточку. На палец не налазят. А есть дубликаты, которые продаются уже изначально желтые. Они не точатся. То есть их как вставил, так и вставил. Получается, что попало. Вот из-за этого у меня первый раз я когда делал, ввели в заблуждение, поскольку я не знал, что они должны быть металлические. И мне как бы сказали, что сделать бронзовые, поставить, и все будет тип-топ. Но оказалось, бронзовые не вывозят этого двигателя и разламываются. Так что вот поставил новые, расточил. Изначально они идут белые, без какого-либо желтого напыления. После росточки они становятся желтые. Вот именно такие. И на пальчик они не лезут изначально. Поршня вот чищу все от нагара сразу. Как бы состояние вообще отличное. У поршней, у цилиндров. Потом покажу цилиндры какие. Завтра буду собирать. Сейчас еще один поршень осталось дочистить мне. Соберу, подготовлю. И покажу, как будет дальше. Поршня, все остальное оставил старое. Как бы от нагара маленько почистил. Состояние у него вообще, как сказать, отменное. Кольца тоже зазор померил, хорошее. Все в норме, все как положено. Начал, короче, собирать уже потихоньку. Уже 3 поршня вот воткнул. Как бы все это накрываю тряпочкой, чтобы пыль, грязь ни в коем случае не попала. Цилиндры вот видать. Короче, видать еще, что хон весь на месте. Что-то как-то мутно. Что все на месте. Выработки не то, что практически нет. Ее абсолютно нету. Прям даже вообще не чувствуется. Как будто только после проточки. Все цилиндры без задиров, безо всего. Ну, в таком состоянии у меня двигатель. И вот, блин, из-за каких-то втулочек, или как сказать, из-за своей неопытности, что, блин, я сам не знал,
А мне сказали, что можно так и так будет лучше, блин. Как итог, пришлось разбирать двигатель. Или бы не эти, блин, втулочки изначально бы сделал нормально, то я думаю, туда бы еще долго-долго не пришлось, и даже заглядывать бы не пришлось. Потому что, судя по цилиндрам, по поршням, даже намека на износ еще нету. Кольца тоже все в зазорах. Вкладыши все хорошие, все в порядке. Вот единственное, блин, из-за этих пальцев пришлось разбирать двигатель. Разбирать-то умахом разобрал, блядь. А вот собирать все, вот уже половину 3 поршня уже вставил. Сейчас еще 3 вставлю до поддон, да, и хватит на сегодня. А завтра кину голову, все остальное да заведу. Делов как бы не особо много, но неохота все это делать. Короче, вот как я борюсь с перегревом на камне. Как бы не то, что я боюсь, у меня его просто не бывает. Керхер. Это кулер сейчас помоем. Все, то есть всю грязь, всю траву, все выбиваю. И у меня просто не бывает перегрева. Вот он, радиатор уже снятый. Вот с этой стороны вроде бы и чистый он. А вот с этой стороны видать, какой он чистый. Как его забило. То есть сейчас буду все это отмывать дело. Вот он, радиатор. Мыть сейчас буду. Вот как он с этой стороны выглядит. Посмотрим, как грязь будет скоро лететь. О, полетело все. Фу. Охренеть. Много грязи. Сейчас буду долго и тщательно его мыть. Ну, короче, в общем, все я собрал. Или не разобрал, все собрал, все сделал. Все работает, все не стучит. Никакого стука нету, все замечательно. Ну, маленько обидно, что пришлось разбирать. И самое такое, что я скажу, последнее время стало страшно, что я осознал, что разобрать и собрать двигатель на КамАЗе, это, блин, в последнее время что-то как колесо перебортовать. 3 дня делов. Полдня разбирать и 2 дня не спеша собирать. Ну да ладно, хватит о грустном. Завтра еду на осмотр на сахарный завод. Сейчас буду мыть машину, отмывать всю после ремонта, потому что двигатель все равно в масле. Надо все это отмыть, машину помыть. Что еще мне надо сделать? Колеса накачать, проверить. Да ну и все, пожалуй. Поеду, телегу зацеплю, проверю повороты, все работает, как оно. И поеду. Буду все отмывать для начала. Короче, сейчас большая мойка начнется у меня. Всем спасибо. Кому интересно, подписываемся, ставим палец вверх. Удачи вам.